Мое приветствие всем, кто наткнулся на это видео. Речь пойдет о Death Store. Недавно ее прошел. Игру разработала студия Acid Nerve. Изданием занимались Devolver Digital. Вышла 20 июля 2021 года. Игру первый раз увидел на фестивале Играм Быть. Так как не был поклонником Metroidvania, поначалу прошел мимо, но насмотревшись стримов и начитавшись положительных отзывов, а также уловив дух аниме от Хаяо Миядзаки, решил таки приобщиться. Игра представляет собой экшен-адвенчер 3D с изометрией. В целом весьма похожа на классические Metroidvania и игры из серии Zelda. По крайней мере, насколько могу судить из личного опыта, так как ранее в такие игры особо не играл. С этим направлением знаком был в основном по статьям и видео. Можно сказать, что для меня Death Store стал эдаким проводником в Metroidvania и Zelda подобные игры. Есть элементы, характерные для Souls-like игр, вроде сбора душ для прокачки характеристик, локации хаба, акценте на битвах с сильными мобами и боссами. Сами же разработчики хотели использовать идеи и темы из своей предыдущей игры Titan Souls и создать более продвинутую игру. Источником вдохновения для них были The Legend of Zelda, Dark Souls и работы японской анимационной студии Ghibli. Собственно, что из себя представляет игровая механика? Исследуем мир, сражаемся с противниками, собираем их души и за счет этого прокачиваем характеристики. Ключевым моментом является битва с боссом, которая проходит в несколько этапов. В процессе прохождения локаций мы будем находить различные секреты, где будут сферы с душами, осколки кристаллов, предметы и новое оружие. Традиционно для Metroidvania не во все части локации можно будет попасть сразу. Потребуется сначала найти нужный предмет, с помощью которого сможем продолжить исследование уровня. По ходу также будем находить порталы, ведущие в локацию хаб. На этом моменте происходит сохранение и респаун мобов. Для восстановления здоровья используются зерна, которые нужно предварительно найти и посадить в специальном месте. Экшн-механика традиционная. Успех зависит от реакции, точности действий и грамотном маневрировании. Прокачка характеристик скорее опциональна, дает лишь некоторое преимущество перед противником, но не более. У каждого противника, особенно боссов, свой набор действий, поэтому каждому потребуется индивидуальный подход. В центре сюжета ворона-жнец, работающая на комиссию и собирающая души умерших. Работа в штаб-квартире комиссии представлена как типичная офисная работа с кучей бюрократии и бумажной волокиты. Здесь каждый винтик системы. Кто-то не может жить без своей работы, а кто-то ее тайно ненавидит. Завязка сюжета начинается с того, что главному герою дают задание – забрать душу существа, не желающего умирать, но выполнить его не удается, душу похищают. Отправившись на поиски, главный герой в итоге сталкивается с похитителем, серой вороной, и узнает, что тому душа нужна была для открытия врат смерти, но ее оказалось недостаточно. Серая ворона предлагает помочь заполучить души 3 великанам для открытия врат. Открыв их, главный герой сможет вернуть пропавшую душу и завершить свое задание. В процессе мы постепенно узнаем истории персонажей, как появилась комиссия и какую роль во всем этом сыграли лорды врат. Сюжет подается посредством общения с персонажами, редкими катсценами, чтением дневников и описанием к найденным предметам, в которых будут намеки на различные события и персонажей. В целом, история интересная, сказочная, со своей, пусть хоть и простой, моралью и философией. Ключевыми для сюжета являются темы жизни и смерти. Визуально игра очень радует, крайне приятная цветовая палитра, лаконичный дизайн всего, что есть в игре, от персонажей до деталей локаций. Исследуя мир игры, получаешь эстетическую радость. Уровни игры сделаны достаточно грамотно и разнообразно, у каждой локации свое узнаваемое окружение. Попадая в тайные места, можно найти выход, чтобы сократить обратный путь. Про музыку хочется сказать отдельно. Очень мелодичная и красивая. Много партий на пианино.
струнных и духовых инструментах. Есть немного этники. В некоторых треках присутствуют партии на электрогитаре. Саундтрек весьма гармонично сочетается с игровым процессом. Есть медленные треки и более динамичные, которые начинают играть во время сложных сражений и битв с боссами. В целом, вышла очень добротная экшен-адвенчур с приятной графикой и музыкой. Игру хорошо проходить на одном дыхании. Так проще будет привыкнуть к повышающейся сложности битв и не запутаться на локациях, так как карта не предусмотрена. К тому же прохождение не займет много времени. Также есть эндгейм. После победы над финальным боссом игра не завершается. Есть возможность продолжить играть дальше, раскрывая оставшиеся тайны сказочного мира Death's Door.